Добрый день, дорогие рыбы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на это лето 2024 года. Да, дорогие, лето надежд, июнь, июль и август 2024 года. Знаю, что ждали, знаю, что с нетерпением. Хотите же узнать, что случится после этого июня, потому что на июнь, дорогие рыбки, для вас гороскоп, я бы сказала, такой, который нужно и заставляет потрудиться. Не скажу ничего нового, да, о том, что в июне у нас все по-прежнему. До новолуния 6-7 июня у нас еще продолжалась весна возможностей. Сейчас у нас начинается момент, который я назвала, конечно, это лето надежд, потому что у многих все-таки будет история, что все как-то сложится, что все как-то получится. Но, ребята, нет. Хотела бы я так сказать, но, к сожалению, к концу лета многие надежды начнут прям рушиться. И я бы сказала, что чем быстрее, тем лучше, потому что, ну вот, июнь для вас, рыбки, сложноватый, да. Новолуние уже Сатурн подгребает трудиться, уже заставляет решать вопросы, которые не очень-то и хотелось, да, но, ребят, необходимо. Здесь, конечно же, 2 недели июня все равно необходимо будет позаниматься, потрудиться, не впадать в иллюзии, да, несмотря на то, что будет такая история, Нептун в соединении к транзитным солнцем рыбок, которые родились в третьей декаде, особенно вот здесь будет, я бы так сказала, желание где-то розовые очки на себя одеть, чтобы вот, ну, лучше уж какая-то сладкая правда, да, чем вот горькая такая реальность, да. Но на самом-то деле не у всех горькая, просто мы сейчас, к сожалению, живем в мире, в который все любят приукрашивать. Как-то почему-то все создают себе иллюзии, да, что вот кто-то там родился с золотой ложкой, кто-то там ничего не делает, и пытаются вот эту историю нивелировать, да, с трудом, что если кто-то чего-то достиг, что он этого трудился. Людям сложно сейчас в это поверить, и такая история легких денег, легкого успеха, она заходит быстрее, такая, знаете, хорошо продаваемая таблетка. Поэтому я вам скажу так, не впадайте в иллюзии в этом июне, и чем трезвее вы будете смотреть на ситуацию, реальнее, да, тем быстрее будут решаться ваши проблемы, задачи, называйте их как угодно. Я же называю все проблемы задачами для того, чтобы они быстрее решались, потому что проблемы пытаются с нас эмоции какие-то вытянуть, да, а когда ты решаешь просто решить задачу, она какая-то становится очень простая. Поэтому здесь, конечно же, будет такой эмоциональный фон, будет штормить, будет напряжение внутреннее. Даже когда Солнце, Венера и Меркурий перейдут в знак Рака, да, будет вот такая история к концу июня, естественно, да. И здесь нужно понимать, что эмоций будет много, да, будет романтизм, да, но при этом Меркурий тоже будет в Раке, и все-таки здесь будут такие, я бы так сказала, мудрость будет, главное ее увидеть, да. Конечно же, трезвость взгляда никуда от нас не денется, да. Сатурн заставит потрудиться, особенно тех рыбок, кто родился во второй декаде. И здесь, ребята, ничего нового не скажу, в июне я вам это рассказывала, да. Необходимо будет заняться своей работой, профессионализмом, решению финансовых вопросов, решению возврата долгов, если такие есть, отдайте, и будет хорошо. Душевно сразу станет хорошо и приятнее. Что касается других аспектов, то Юпитер, Уран и даже Плутон в июне особо не напрягают. Поэтому я вам так хочу сказать, что решать многие вопросы с точки зрения работы в июне будет легче и проще, даже с точки зрения финансов. Личная жизнь еще не под вопросиками, еще не под, я бы так сказала, такими тяжелыми стрессовыми ситуациями. Эти истории оставим к концу лета, да. Поэтому здесь прекрасный такой эмоциональный фон, если не впадать в иллюзии, да. 20-21 июня у нас с вами
полнолуние, оно будет в Раке. Это не просто полнолуние, это еще у нас летнее солнцестояние, когда день больше ночи. И здесь такая, знаете, история. Здесь история такая достаточно... Я не скажу, что вот этот день, он такой очень печальный, ужасный, но вот следующий день, он будет сложноватый, 22 июня. Да? Но у нас как по классике, это лето очень такое интересное с точки зрения аспектов и положения планет, звезд на небе. Да? Поэтому здесь история, конечно же, у нас солнцестояние. Почему говорю 20-21? Потому что у нас в каком-то полушарии это будет еще 20-е, да, в западном, в каком-то уже будет 21-е. Здесь, конечно же, нужно просто вот эту историю понимать. Где вы живете, где вы проживаете, там у вас, конечно же, будет этот аспект сильнее работать и понимать. Само солнцестояние, да, оно, не скажу, что такой прям очень сильно, но мощный напряженный день. Ну да, Луна в квадратуре с Сатурном. Ну, в принципе, Луна-то в Стрельце. Поэтому здесь и есть такая, знаете, компенсация и плюс, и минус. Поэтому получается, в принципе, если что-то делать будет получаться, в работе будет получаться хорошо, захочется запустить проекты, захочется что-то сделать, что-то новое внедрить, что-то продвинуться, да, будет не легче, чем в обычный другой какой-то делать, но не будет такого, знаете, оголделого оптимизма, когда вот мы надеемся на классно потрясающий результат, что вот сейчас выстрелит и получится. Нет, трезво гораздо смотрите на вещи, делаете продуктивно, отлично, внедряете и работаете. А вот 22 июня у нас как раз-таки полнолуние, да, сразу за солнцестоянием. Здесь, конечно же, у нас такой, я бы сказала, большой фееричный Тау-квадрат, полнолуние у нас, естественно, в каком может быть прекрасном знаке? В Козероге, потому что Солнце перешло у нас в Рак, да, и здесь еще квадратура с Нептуном, когда вроде как хочется сделать, запустить, внедрить, но при этом есть такая нотка большой невероятной лени, либо иллюзий, либо обманов, когда очень сложно относиться безэмоционально к любому делу. Поэтому здесь момент такой, я бы сказала, будет напряженный именно эмоциональный день. Да? Не получится на сухости эмоций сделать четко и продуктивно в работе, чтобы было вот так, знаете, хорошо, легко и прекрасно. С учетом того, что это естественно, у нас еще есть суббота. Поэтому да, дорогие, пятница, суббота у нас в июне 21-22 июня будут такими сложноватыми дни, но с другой стороны, если не ругаться с близкими, с родственниками в эти дни, будет хорошо, будет нормально. Здесь, естественно, спасет мудрость, обнимашки, любовь, понимание, принятие, хотя захочется всем все высказать и сказать, как надоело, как же вы мне все надоели, не даете мне жить, делать как я хочу и тому подобное, что, естественно, может предъявить Луна в Козероге, что ей всею пользуются и не дают жить по-человечески, хотя Луне в Козероге жить-то по-человечески и не хочется, хочется много работать и заработать много, но сложный будет день для заработка в том числе. Это у нас 22 июня полнолуние. Идем дальше, ребята. И, конечно же, что у нас там? У нас там, в принципе, да, Луна еще идет по Козерогу, потом соединяется с Плутоном. И здесь такие день за днем, которые идут, я бы так сказала, эмоциональные. Немножко, конечно, расслабляется квадратура с Сатурном, уходит от Нептуна весь стелиум из Солнца, Венеры и Меркурия. И я бы так сказала, такая неделька, можно сказать, расслабление. 4-я финальная неделя июня, можно расслабиться, вот реально отдохнуть, но Луна будет идти по сложным знакам. Понимаете, что это Козерог, это Водолей, это Рыбы. И уже заканчивать июнь мы будем, я бы так сказала, да, с Луной в Овне, с ретроградным Сатурном, потому что финальная неделя июня у нас с
30 июня разворачивается Сатурн, планета проблемная, скажем честно, да, для многих знаков зодиаков, для рыбок так уж точно, да. Естественно, последние недели июня захочется расслабиться, кто-то и сможет расслабиться, да, кто прекрасно владеет энергиями Сатурна, то есть вот эту неделю, когда он будет там останавливаться и разворачиваться, да, пойдет, ну, нормально. Кто способен, у кого есть усидчивость, кто может трудиться, кто понимает, что несмотря на все ситуации, которые случаются в жизни, да, что все-таки необходимо трудиться, необходимо подходить реально к вещам, ответственно. Те вообще, в принципе, последнюю неделю июня отдохнут, и будет хорошо. Кто не сможет отдохнуть, будет в напряжении. Ребят, еще раз говорю, июнь до разворота Сатурна прекрасное время для того, чтобы решить финансовые дела. Потому что потом Сатурн, когда разворачивается, в чем его фишка? И разворачивается, поверьте, все лето он будет в ретроградном движении идти по рыбам. Здесь история того, что все вопросы, связанные с финансами, с работой, с профессионализмом, с продвижением в карьере, то есть то, что вы не решили, эти вопросы, ну то есть это такая, знаете, работа над ошибками, которую мы вообще не любим. Мы не любим на это тратить еще столько же времени и даже больше. Сил уже будет меньше, эмоций будет хуже, потому что первую неделю июля, ну в июле там у нас вообще очень много событий, да, в первую неделю июля у нас очень много, я бы так сказала, таких моментов, кроме Сатурна, которые заставят нас подвигаться на самом деле. И первая неделя июля, она, ну, такая жесткая, если вот просто даже крутить астропроцессор. Здесь у нас и с 3 июля у нас разворачивается Нептун. Понимаете, да, дорогие рыбки? Здесь, конечно же, грусть, печаль, боли, переживания, всех тех эмоциональных моментов, которые у вас были эту весну, да, особенно то, что было в мае и в апреле. И это такая, знаете, история, ну, то есть, потому что как раз пока Нептун будет идти в ретроградном движении, он пройдется опять все те моменты, которые случались за последние 2-3 месяца максимум. И потом осенью он развернется и снова пойдет в директное положение, да. Но пока он ретроградный, ну, вскроются, ну, такие вопросы, на которые раньше вот закрылись глаза, и слава богу, то, что отодвинулось в дальний угол, да. Плюс у нас, конечно же, еще ретроградный Нептун, он не просто у нас идет по знаку рыбы, так он еще идет в оппозиции с Лилит. Это все страхи, это печали, боли, переживания, нервные стрессы, которые были убраны далеко. И здесь, конечно же, понимаете, иллюзии, обманы, самообманы. Прикреплю вот здесь видео, и в конце ролика будет видео, за что у вас отвечает Нептун в натальной карте, потому что у всех он у нас отвечает, в принципе, по-разному. Он у каждого расположен в своем доме и является управителем каких-то домов. Поэтому у кого-то Нептун это муж, у кого-то Нептун это враг, у кого-то это любовник, у кого-то это дети, у кого-то это работа. Понимаете? И здесь нужно больше такой развернутой картины. Ну, либо оставляйте комментарии под этим видео со своим дата, время, место рождения. И вопрос, хотите ли вы узнать про свой Нептун или вообще, в принципе, что случится с вашими эмоциями летом. Я не знаю, вопросов может быть сколько угодно, только оставляйте, пожалуйста, вопрос, да, потому что вопросов сейчас очень много, и я, естественно, быстрее отвечаю на те вопросы, где есть все данные. Вот, ребят, поехали дальше. Что у нас? Разворачивается Нептун, эмоциональная первая неделя июля, поэтому здесь, конечно же, в любовных отношениях будет такая, знаете, история хочется верить, но не верится, да, потому что все-таки Нептун это планета эмоциональная, и у нас эмоции всегда завязаны на любовных отношениях, хотим мы этого или нет. Конечно же, есть те представители знака Рыбы, у кого все-таки Нептун завязан на работе, и это показание в каждой натальной карте. Но все-таки эмоциональная сфера связана у нас с личной жизнью.
И здесь будут, конечно же, открываться вот эти, сниматься розовые очки. Захочется еще впасть в какие-то такие иллюзии, но, ребят, не получится, сразу говорю. У нас там дальше по курсу много планов, и они не все, я бы так сказала, такие достаточно приятные, да. У нас с вами в июле, 6 июля у нас новолуние в Раке. Новолуние, я бы так сказала, такое, в принципе, если смотреть на моменты того, что построит Лунар на новолуние, да, то есть открыть транзитную карту на новолуние и сказать, что месяц будет классный, потрясающий, интересный, как строят большинство астрологов. Ребята, это, конечно, забавная картина, но сразу после новолуния 7 числа у нас вот как раз-таки Плутон делает оппозицию к Венере. И это вообще история, которая не про радости, не про счастье в личной жизни, в том числе и в финансах, потому что Венера у нас отвечает за финансы, в том числе, которые идут в радости, которые идут от дела, которое нам нравится, которым мы просто занимаемся от души, душевно в душу, оно к нам идет, и финансы подгребают, и любовная сфера-то она у нас тоже идет, потому что она нам нравится, да. И вот здесь как раз-таки 6 июля у нас новолуние. Можно сказать, что здесь на небе такой большой, красивый, шикарный трин, который спасет нас всех эмоционально, да, и что все будет хорошо. И Юпитер здесь вроде бы такой благоприятный к Меркурию. Хочешь — учись, да, хочешь пиарься, Юпитер в Близнецах. Уран прекрасный, замечательный, и соединяется с Марсом, то есть продуктивная энергия, но здесь и, как говорится, сказка ложь, давний намек. Плюсом еще все это добро находится на приятных аспектах к кармическим узлам. Классно реализовать свои кармические задачи, да? Но кармические задачи, их суть такова, что мы, как правило, их проходим, когда нам не совсем легко, когда говорят, вот я сегодня решила свою кармическую задачу, своего воплощения, я вот сделала вот это и с таким довольным лицом. Я прекрасно понимаю, что это какие-то сказки, потому что, ребят, кармические задачи воплощения, будем честными, люди проходят не за один день, это не за хлебушком в магазин сходить или даже не ипотеку оформить, это история внутренней работы над собой. То есть это история, когда вот мы чего-то очень долго не понимали, и вот здесь наконец-то поняли и начинаем делать. Как правило, у большинства это сопровождается с полностью разрывом всех шаблонов и привычным укладом жизни. Как правило, здесь история того, что мы начинаем жить совершенно по-другому. Многие рушат отношения, кто-то наоборот вступает в отношения, и в этих отношениях начинаются кризисы, да. И здесь, конечно же, история про то, что после этого новолуния, буквально вот на следующий день у нас начинается Плутон в таком, я бы сказала, интересном аспекте с Венерой в том числе. И здесь оппозиция того, что где поняли, что где не поняли, не хотели решать и хотели спрятаться, начинает съезжаться очень долго, медленно и мучительно. Вот тот Плутон, который в начале мая, да, развернулся в ретроградное движение, и вот только сейчас вот он начинает после этого новолуния, которое вот в июле, да, то есть 2 месяца прошло, он шел обратно. И вот те истории, ребят, да, которые случались с вами в прошлом году, в 2023, под Новый год, то есть те истории, которые случались с вами осенью 2023 года, связанные с любовью, с финансами, такие сложные, знаете, моменты в своей жизни, которые мы очень часто хотим забыть и сказать, боже мой, ну когда же это уже закончится, да? Так вот, кто не решил их тогда, будем возвращаться обратно. И здесь, конечно же, такая история, что нужно не кривить душой, и просто как раз-то вот в эти свои кармические задачи уже нырнуть, уже начать вот это делать, уже начать реализовывать, особенно те, у кого сильный Плутон и Венера в натальной карте, от которых зависит ваша не просто личная жизнь, а ваша вообще в принципе реализация, потому что те, у кого эти планеты в натальной карте, они напряжены, и они
сильные, да, но естественно, если они напряжены, значит они сильны, значит есть сила это напряжение в течение всей жизни разрулить. То здесь, конечно же, история того, что необходимо не бежать от этих проблем, когда захочется. Про что вообще аспект Венера-Плутон? Это про манипуляции. Про то, что я не хочу меняться, я хочу продавить партнера, и он продавится, и будет, как я хочу. Вот, это история абьюза однозначно, это история финансовой дележки в том числе. И, как правило, если копнуть в любую семейную жизнь, это и составляет суть всех отношений. Половина, я бы так сказала, 50 на 50, да? Потому что очень часто эти истории случаются, и очень часто люди в этих отношениях просто уходят. Но если вы заглянете, как и я обычно, естественно, всегда это делаю, заглядываю в натальные карты обоих партнеров, которые там 5, 7, 10, 15 лет в браке, говорят, все, я не могу терпеть этого абьюзера, заглядываю в натальные карты обоих, так это два абьюзера, просто один активный, а другой как бы я нет, я милашка. Поэтому здесь, ребят, не может человек быть совершенно другим, если вы прожили столько лет в браке. Поэтому трезво посмотрите на ситуацию, и у вас эти качества есть, но почему вы их прячете? Поэтому я бы так сказала, июльское новолуние будет прорывным, да? Будет гораздо ярче, чем июньское, вскроет очень много вопросиков, проблем в финансах, в личной жизни в том числе, потому что июль, он всегда месяц личной жизни, он всегда месяц отношений. Либо же, да, самые сильные, кто разберутся в отношениях и уже все эмоции подключат в работу, тогда это же, конечно же, это история классных денег, зарабатывания, финансовой добычи, я бы так сказала. Очень многие могут продвигаться, потому что Плутон это не просто планета абьюза, это планета больших, мощных денег. Поэтому здесь, ребята, да, у всех бизнесменов, которые очень хорошо зарабатывают, Плутон это мощная и напряженная планета, уж поверьте. Поэтому здесь не стоит бояться напряжения в своей натальной карте. Нужно бояться этого напряжения, если вы считаете, что вы милашка, и вас почему-то жизнь постоянно закаляет. Нужно идти уже, засучив рукава в эту активную жизнь и участвовать в ней, почему вы сюда пришли. Итак, Венера с Плутоном рассказала. Эта история у нас как раз-таки будет длиться с 7 по 18 июля. И здесь самые, естественно, сложные моменты вскроются. Точно так же в этот момент у нас Марс в соединении с Ураном в Тельце. Здесь можно разойтись. Здесь можно обнулиться в личной жизни, обнулить свой уровень финансового и материального благосостояния. Здесь можно просто натворить дел и уйти в закат. Можно. А можно хорошо потрудиться, потому что Уран в этот момент, я не скажу, что он будет злой, Уран в этот момент с Плутоном делают прекрасный трин, который будет как раз-таки идти на работу. Плюсом еще будет идти классные, шикарные аспекты. Как раз таки в транзитных ваших картах Уран будет делать, дорогие рыбы, кто родился во второй и в третьей декаде, у вас будет очень классный, неожиданный, я бы так сказала, скачок эмоциональный в работе в том числе. Поэтому здесь, конечно же, действуйте и участвуйте для того, чтобы у вас все складывалось, потому что Уран отвечает у нас за 10-й дом, за 11-й дом. Это карьера, работа, продвижение, неожиданные проекты, которые вы даже не думали, что у них получится что-то, да, из них что-то выльется. Делайте, внедряйте. И здесь, конечно же, не стоит переживать, что все будет очень плохо. Как я люблю всегда говорить, если все плохо, значит это еще не конец. Это только мы готовимся для того, чтобы это все решить. Поэтому, дорогие мои, любимые и интересные, и красивые рыбы, июль это месяц сложный, эмоциональный, напряженный, но тем не менее, третья неделя июля у нас очень классная для работы. Здесь и Плутон, и Уран, и Лилит. И все страхи ваши куда-то денутся. И все сольются в потрясающих эмоциях работы, карьеры, продуктивности, за финансы в том числе работать. Я очень счастлива, когда мне приходят и говорят, вот прям сделай хорошо. Это прям, знаете, радость у меня от этого. 21 июля у нас на небе полнолуние.
Полнолуние, не скажу, что радостное. Полнолуние у нас снова, дорогие мои, в Козероге. И здесь, конечно же, история того, что в Козероге, но в соединении наша прекрасная Луна будет еще с Плутоном. Поэтому да, июль вот он такой заставляет поработать, потрудиться, побегать, плюс еще эмоциональный выхлоп очень сильный, очень мощный. И здесь, ребята, я скажу так, вот просто необходимо взять все свое самообладание для того, чтобы не вспылить и не разрушить все, что вы в настоящий момент накопили, сделали, достигли, добились, потому что захочется все разрушить и сказать: я устал, я ухожу. Но, ребята, рано, еще не то. Терпим, ждем, понимаем, что сложно, а что делать? Нет никаких у нас моментов для того, чтобы сдаться. Финальная неделя после полнолуния, я бы так сказала, не совсем простая и не совсем сложная. 50/50, работаем, трудимся, есть и благоприятные аспекты, есть и аспекты, которые заставляют нас задуматься о жизни, но все-таки плюс-минус. Те планеты, которые рабочие, они работают к концу июля, последние финальные моменты, конечно же. Последняя неделя июля – хорошее время для того, чтобы договариваться и учиться. Конечно же, там Уран будет в квадратуре с Меркурием, но все-таки это еще та неделя, когда будет сложно, но договориться будет можно и гораздо проще. Учиться – прекрасное время, сдавать экзамены тоже. Почему так говорю, что лучше, конечно же, все, что связано с обучением, с образованием, сделать в июне или в июле. Почему? Потому что, ребята, да, у нас с вами начинается красивый и интересный август, да, и в август вы как много помните шикарных и удобных для жизни, вообще для реализации августов. Я вот в своей жизни не очень много, да, с учетом постоянно регулярных, почти одинаковых складывающихся событий, то есть аспектов на небе, я прекрасно знаю, что вот каким он будет снова, да, то есть даже не ежегодное ожидание. Да, у нас с вами прекрасное и радостное новолуние 4 августа. Если мы строим карту, я бы так сказала, транзитную или лунарную на 4 августа, у нас Солнце, Луна во Льве, время праздника, можно было сказать, подарков, радости и счастья. Юпитер делает шикарный секстиль к этому прекрасному соединению. Плюс Юпитер в Марсе, делай, внедряй, хочется продуктивно, знания. Классно, все прекрасно, но при этом Уран в квадратуре с Венерой, и все было бы неплохо, да, Уран с Венерой скоро разъедутся, недельки через 2, но с 5 числа, естественно, у нас подфинальные аккорды новолуние всегда длится сутки, и у нас включается в это новолуние ретроградный Меркурий. Конечно, здрасте и приехали. Ретроградный Меркурий начнется в Деве. Самый, я бы сказала, не очень-то приятный знак для ретромерка. Плюсом еще и в квадратуре с Ураном. Плюс покатится назад и, естественно, все наше праздное веселье, на которое мы рассчитывали. Мы думали, что в это лето хоть какая-то надежда на отдых, на радость и на праздник случится. Она все-таки начнет немножко рушиться. И здесь вот такая история, что на ретро-меркурий здесь в этот период ретро-мерка, что же хорошо, да, потому что ретро-мерк будет с 5 августа и до 28, ну то есть это, понимаете, весь август. Здесь что? Будьте аккуратнее на дорогах, потому что ретромерк сначала будет в Деве, сначала вроде как будет такие эмоции, что мы будем внимательны, мы будем все понимать, но потом он же все-таки перейдет во Льва, а во Льве он уже не такой сообразительный, во Льве он уже не такой четкий, он уже не такой внимательный, он уже абсолютно невнимательный. То есть здесь, конечно же, с 15 августа и до конца периода включается такой, я бы сказала, оголделый оптимизм, который
ведет к большой рассеянности. Будьте внимательнее за рулем, внимательнее в документах, и вот этот оптимизм, он здесь будет подводить. Поэтому я бы так сказала, не совершайте покупки в порыве страсти, очень захочется что-то купить, много купить захочется, не покупайте. Подождите, когда Меркурий хотя бы перестанет быть ретроградным после 28-го, а лучше, конечно же, в сентябре. Хочется что-то купить, купите в июле, понимаете? Не ругайтесь, не спорьте. Будет сложно этого не делать, понимаете, что это все временное, да, плюсом. У нас еще с ретроградным Меркурием у нас, конечно же, что включается? Венера в квадратуре с Ураном. Это аспект обычных разводов, неприятных разводов, когда принимается то самое решение, подаются документы и люди расходятся. Момент временный, конечно же, но, как правило, терпение заканчивается в этот момент. Поэтому здесь, ребята, конечно же, первая неделя августа будет сложная для любовных отношений и для финансовых в том числе. Захочется потратить, захочется всех во всем обвинить, да. Но, ребята, пожалуйста, будьте ответственны за свои действия, не перекладывайте на партнера, но очень уж будет большой великий соблазн. Поэтому здесь вот такая история. Что скажу следующее у нас по августу. Марс будет в соединении с Юпитером с самого новолуния. И здесь, конечно же, история того, что это будет еще... Можно было сказать, что это вот такие эмоции, когда я хочу вот вспылить, потратить, вот прям пыль в глаза пустить, пропиариться. Кстати, по работе будет получаться хорошо старые проекты, которые не выгорели весной, потому что в этот момент, как раз таки, этот момент у нас длится с новолуния, и до самого конца августа, ну, момент непростой здесь. Сатурн будет в квадратуре с Марсом и Юпитером. И да, к 20 августу, конечно же, Марс уже откатится, и там уже будет история, ну, когда надежды прям реально рухнут. История «я тружусь по жизни», либо же «я хайпую». И вот на хайпе будет сложно. Трудиться тоже, в принципе, будет сложно, потому что не то, что эмоциональный фон будет зашкаливать, да, вот просто все те надежды, которые мы откладывали, они как-то вот рухнут, и придет такое, знаете, разочарование в том, что все не так, как хотелось. Но, ребята, в самом начале видео говорила, что долой разочарование. Для того, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Смотрите в это лето на жизнь трезво, на мир трезво. Не надо иллюзий вот какие-то себе рисовать, смотреть, там, не знаю, в чужой огород и говорить, вот там все легко, вот там все прекрасно. Просто есть люди, которые от каждой трудности закаляются. Есть люди, которые их трудности подстегивают. Вот как мне всегда говорят, ты что такая веселая, ты что такая радостная? У тебя же в жизни все легко, да? Конечно, у меня в жизни, вот у меня же, я же золотой ложкой так-то родилась, да? А когда вот работаю, например, с каким-нибудь специалистом, мне говорит, ну да, жизнь-то нормально, по щекам-то надавал, а что ты такая радостная? Да, ну просто вот, а чего не радоваться? Большинство рыбок-то на самом деле имеют тоже вот такую историю, когда вы радуетесь, да, и поэтому в это лето донесите с собой вот это вот чувство, когда все равно есть закон природы, он самый сильный в этом мире, и здесь история того, что не натворить дел, не испортить себе жизнь своим настроением, потому что сколько эмоций вы будете вкладывать, сколько не надежд, а силы труда, тем более реалистичные будут события. И здесь, конечно же, история того, что, ребят, будет трудно. Август, он вообще сложный, нужно будет потрудиться и над финансами, и над отношениями. И Сатурн со второй половины августа, он будет в оппозиции с Венерой. И здесь, конечно же, захочется, как я уже сказала, и в работе хайпануть, да, или же потрудиться. Но в личной жизни тоже будет сложно. Это сухость эмоций, это обиды, это претензии, это переживания. И здесь, понимаете, без труда ничего не получается, ничего. И здесь, конечно же, ретроградный Сатурн, он
дойдет как раз до тех вопросиков, которые висели, и их нужно просто решить. Да, просто решить для того, чтобы потом не так сложно встретить осень, хотя осень тоже будет непростой, ребята. У нас, как обычно, под аккорды, под финальные аккорды августа, да, с 1 сентября у нас разворачивается Уран, это еще одна сложная планета. И здесь, конечно же, нужно понимать, что мир начнет быть другой. Но, конечно же, последние 2 недели августа будут самыми сложными в это лето. И, пожалуйста, здесь постарайтесь найти выхлоп эмоциональный и понимать, что это все закончится, это все не так плохо, как есть на самом деле, просто все то, что давным-давно хотелось и нужно было сделать или не хотелось, да, будем честными, да, нужно сделать. Вот, понимаете, жизнь становится проще, когда мы перестаем себе врать. Вот, когда мы честно себе говорим, а рыбки мы, к сожалению, любим вот себе вот чуточку соврать для того, чтобы оно стало приятнее, чтобы оно чуть полегче стало. Ребята, нет. Перестаем себе приукрашивать картинку и начинаем вот прям трудиться. И тогда осень будет не такой сложной, каким нам покажется этот август. Дорогие мои любимые рыбки, с вами была я. Я знаю, что получился очень долгий гороскоп на лето. Я рада, если вы досмотрите до конца. Если у вас остались вопросы, задавайте под этим видео, потому что помните, на планете 700-800 миллионов рыб. У всех из нас разные транзитные карты, у каждого свое место расположения, воспитание, принцип вообще смотреть на эту жизнь, и мы все события воспринимаем по-разному, потому что для кого-то это будет очень сложное лето рухнувших надежд, а для кого-то это будет толчок для огромных финансов, продвижения в работе, в карьере и укрепления своего социального статуса. И я буду рада, если вы постараетесь и потрудитесь, и у вас все получится, потому что это не конец. Это только начало сложных сезонов, годов, месяцев. И если смотреть в ретроспективе и в будущем, в принципе, да, не такое уж и сложное лето. Сложнее видали. Плюсом, конечно же, делаем помарочку на мировые события, которые у нас в этом августе обязательно будут. Ни в коем случае не сбиваем фокус своей жизни с того, что необходимо сделать вам. Дорогие мои, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. В конце ролика актуальные видео, если вы их еще не смотрели, посмотрите. Оставляйте вопросы, ну либо же встречаю вас на консультации, буду рада помочь быстро, как можно, как говорится, быстро, если у меня есть свободные окошки. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.